Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада. Расклад общий, не забываем. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, баловать себя. Никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Кто и что думает о тебе прямо сейчас? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, открытые ладони. Девочка, которая несет добро, свет, карта мораль. У вас есть четкие моральные правила, кодекс какой-то, который вы не нарушаете, по крайней мере, стараетесь не нарушать, да? В идеале хотелось бы вам, чтобы взаимоотношения складывались, выстраивались с окружающими гармонично, да, без всяких там манипуляций, многоходовочек, без всяких интриг, сплетен. К сожалению, не все так идет, как вам бы хотелось бы, как вы планируете. Так, боже мой, да что же у нас уже зачастил каждый наш расклад, выходит этот какой-то павлин. Так, буду уточнять. Залипли или залипали одно время на какого-то павлина. Так, это вы по этой карте. Хотела сказать, это вы по этой карте, павлин. Да, это для вас наказание, этот павлин. Так, мужчина, после которого карта святая вода. Желание полностью себя, оросить святой водой, да, искупаться. Может, на крещение искупаться и произнести слова молитвы, дабы больше на вашем пути такие не встречались или обходили вас десятой дорогой, а вы их. Ой, ладно. И, конечно, все так с юмором, но на самом деле я представляю, если в моменте вы залипли, а тут карта Луна на этого павлина, знаете, ну, давайте я все озвучу, да, рядом карта Иерофант, и тут сродни повешенному карта, это утопленник. Как будто бы изначально посыл такой, смотрите, девушка с открытыми ладонями, то есть я не держу за спиной, там, не строю никаких козней, не планирую, там, тут карта планов, то есть я планирую что-то хорошее создать с кем бы то ни было. В принципе, мне бы хотелось, чтобы в ответ люди тоже проявлялись так же, как я к ним. Но по вот этой карте повешенной, тут то ли встретили мужчину, у кого-то должна озвучить, не свободен был, да, все-таки Иерофант. У кого-то, вы могли быть, кстати, не свободны на то время, но дело даже не в этом. А у кого-то Иерофант говорит о том, что вас много, а у кого-то союз даже, вы вошли с этим человеком. Но характеристика, я его специально уточнила, это не вы, павлин. Мужчина любит себя, холит, лелеет, себя ставит на пьедестал, о своих потребностях заботится в первую очередь. Он привлекателен для многих женщин. Он знает о своих сильных сторонах, как у каждого из нас, да, есть достоинства. Он это умело преподносит, раздувает где-то и камуфлирует недостатки, которые тоже есть у каждого из нас. Но тут дело в том, что он настолько может удачно как-то их камуфлировать, настолько замалчивать он может там о чем-либо, да, о том, что впоследствии для вас станет каким-то горьким разочарованием, открытием. То есть, если бы изначально вы знали о каких-то его, ну, скажем так, у кого-то это шлейф из разбитых женских сердец, у кого-то это не очень красивые поступки какие-то, которые он совершал, черты характера, да, люди рано или поздно, они все равно прокалываются, и это все на публику выносится. Так вот, если бы вы раньше об этом, допустим, узнали, вы, может быть, с этим человеком бы не создали что-либо, не пытались, и не влюбились, и не залипли бы на него так бы. Ну, а тут вот, получается, за этим оперением, да, тут такое оперение, видите, как у павлина,
вы, видать, не рассмотрели то, что он скрывал, да, ну, как-то так. И показано, что отношения с ним для вас, ну, как наказание было. При этом по святой воде это, может, сейчас у вас происходит процесс очищения, может, возвращаете себе ту самую эту самооценочку, которую тут с ним рядышком, я думаю, у многих она, ой, пошатнулась самооценочка, да, упала ниже плинтуса. Ну, может быть, осознанно, неосознанно вы ему тут еще и корону начищали, и боготворили, и превозносили, да. Ну, я же говорю, тут могла быть роковая страсть, по луне могли залипать, созависимые отношения, могли влюбиться. Тут свет в оконце, лучше мужчины нет на свете. Вот могли в таком состоянии ком-то пребывать. У кого-то, если это еще мужчина не свободен, то это еще добавляло, знаете, тут такой нюанс, как соревнование за этого мужчину. Могли пытаться, как заслужить его любовь или доказать ему, что именно вы ему нужны, а больше, ну, от другие, как бы с другими у него, может, и не получалось, потому что это другие. А вот он вас ждал всю свою жизнь, только он об этом, может, не до конца догадывается. Или догадывался. Ну, у кого-то так, девочки. У кого-то это просто, в принципе, мужчина, который, ну, привык к тому, что он на первом месте. Повторюсь, его желания, хотелки, его потребности в первую очередь закрываются, а вы уже по какому-то второму, третьему идете как плану. И ваши желания, может быть, даже вообще не учитываются. Он, может, забывал даже о том, что нужно, оказывается, учитывать еще и ваши желания. Так, о чем еще? На вас, если по луне, вы сами по себе манкая, женственная. Тут не обязательно классические там черты лица или идеальная фигура. Тут есть у вас вот это какая-то манкость, притягательность, непрочитанная книга, ощущение того, что с вами общаешься, как погружаешься, не знаю, как сказать, в энергетику вашу, залипаешь на вас. Опять-таки, сюда же увлечение, сюда эзотерикой, может, психологией у кого-то, девочки, ну, не хочу эту тему развивать, но ну, зависимости тут у кого-то тоже могут быть. Хорошо. И вообще тут какая-то, может быть, в принципе, отчасти вы могли на тот момент, пока вы с ним там общались или общаетесь с этим мужчиной, вы могли эту историю с ним любовную сами, не буду говорить, наверное, некрасиво, раздуть. Ну, многое придумать, надумано вообще, туман, неопределенность, это все сюда по луне. Это, может, мужчина сознательно этого туману нагонял, дабы о чем-то умалчивать. А может, вы сами рады были влюбиться и додумать, и придумать какие-то качества, которыми он не в полной мере обладает. Так, по этому повешенному. Тут как будто бы планом вашим, по крайней мере с ним, ну, как будто бы не суждено было сбыться. Эти планы, они классные, и вы их выстраивали и планировали все это от чистого сердца, с этими открытыми ладонями. То есть хотели причинить человеку добро. Сама по себе такая. Ну, вот эта карта говорит, что оно все как-то подвисло, все пошло не так, не туда. Может, попытки были реанимировать взаимоотношения, может, как-то выстроить. Ну, уже как будто бы то ли было поздно, то ли человек не совсем не в полной мере был заинтересован в том, чтобы, ну, с вами тут в одной, как сказать, как говорят, в одной упряжке быть, да. Может, не заинтересован был, чтобы прикладывать тоже какие-либо усилия. Может, привык, что оно так само ему идет легко что-то по жизни. Ну да, то смотрите, развилка. Ваши пути могли разойтись или вас подводят к этому. Ну, как будто бы показывают вам, что не совсем ваше. Так, это ваше состояние. У многих в доме сейчас, где бы вы там не проживали, не находились, состояние тут как, ну, я же повторюсь, сродни повешенному, это утопленник, это, ну, у кого-то апатия, не буду говорить депрессия, но тут лабиринт. Как будто бы, с одной стороны, тут по лабиринту и особо выхода не видите, и как, и куда. С другой стороны, ну, да, блуждаете, как ежик в тумане.
И какое-то это уже длительное время происходит. И причем по карте замок скрываете, ну, наверное, от большинства людей свое состояние. Может быть, дабы не выносить ссоры из избы. Карта дом все-таки. Что-то как будто бы в доме вы не в полной мере, в своем доме вы наполняетесь и радуетесь жизни. Вот какие-то проблемы. Может, с избранником вашим, может, с домочадцами, в принципе. Такая ваша сигнификация, девочки, у меня получилась. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, мои хорошие, продолжаем. Кто и что думает о вас прямо сейчас? Кто этот человек и эти люди, группа лиц, что о вас думают и что они думают, или он думает о вас прямо сейчас. Возьму эротическую. Что это за люди, что за человек, который о вас думает, и что о вас думают? Что люди о вас думают? Нет, извините. Что думают, это сюда. Что о вас думают люди сюда. Человек. И кто этот человек, который о вас вот это вот думает? Так. Так, кто эти люди, которые о вас сейчас думают? Или этот человек? И что? Этот человек, эти люди о вас думают. Кто этот человек, который о вас думает? Что он думает о вас? Кто этот человек, который о вас думает? И что этот человек о вас думает? Так, кто этот человек? И что он о вас думает? Открываем. Так, сразу смотрим, кто этот человек, который о вас сейчас думает. Интересно. Интересно, как княгиня какая-то о вас думает, женщина. Сейчас я буду уточнять, каким боком она, конечно, к вам. Но тут у меня и карта род. Ответственность, интересно, как-то крысы. Ага, разочарование. Так, ну, как бы особо не прояснила, давайте уточним. Эта женщина, она ваша подруга? Ну да, может быть, вместе учились, обучались чему-либо. Так. Она ваша родственница? Нет, это не ваша родственница. Или же... Блин, так непонятно, кто она. Для вас она. Для вас. У вас сейчас с этой женщиной, может быть, между вами расстояние. Тут карта звезда. Ну, сама по себе очень интересное такое сочетание. Тут она может быть очень яркой, талантливой, увлекаться психологией, эзотерикой, может применять, у кого-то применять магию, обращаться к кому-то, вот за теми же раскладами. Так, почему тут сильнее? Иерофант, о чем это? Такой нюансик, знаете, ну, скорее всего, это подруга. Подруга, с которой, может, вы сейчас находитесь на расставании. При этом, я думаю, у вас изначально были, ну, как бы, в принципе, поддерживались неплохие отношения по Иерофанту. А потом вот тут, вот, видите, за спиной мужчина держит кинжал. Я думаю, между вами был какой-то, ну, то ли разговор, то ли выяснение отношений. Но это же не обязательно. Я думаю, у вас, для вас, кем она является. Человек, который себя позиционировал вот так по Иерофанту, добрый, светлый, в принципе, человек, который, ну, можете, повторюсь, еще там чему-то вместе там обучаться, обучались вместе чему-то. Может быть, даже позиционировала на себя как очень правильная такая, может, даже чему-то вас пыталась как бы обучить, наставить на путь истины. У кого-то это, ну, ладно, может быть, даже
ну, рабочие взаимоотношения, наставничество, то есть она может быть вашим начальником. У кого-то так может проиграться. Но потом, как будто бы вы увидели, ну, у кого-то это манипуляции, у кого-то это вы узнали о том, что человек двуличный, какие-то двойные у нее там, как это, двойная мораль, да, скажем так, на публику 100% одна, а тут вот за спиной кинжал. Так, подарок. Ну, насчет семьи не знаю, не буду уточнять. Тут выпала это свинья, как подложили. Вряд ли это семья, хотя может такой еще вариант быть. Она старалась к вам приблизиться и быть вашей семьей. Может быть, даже, кстати, подарки какие-то дарила. Ладно, я уже все подряд тут говорю, все, что вышло. Может, старалась, да, в круг вашей семьи как-то пыталась влезть. Или иногда там какие-то, может быть, там мероприятия. Вот тут такое тоже может быть. Эта женщина, она сама по себе на самом деле показана одиночкой и чувствует себя одиночкой. Сейчас у нее в жизни какие-то происходят кардинальные изменения. Но так, мы смотрим, кто думает о вас. Так вот, эта женщина, она думает о вас в семье, в любовной сфере у нее, ну, скажем так, любовь была, но тут сейчас она чувствует себя одиночество вдвоем с этим человеком. Княгиня, для нее очень важно статус, материальное положение, очень важно демонстрировать какие-то, ну, материальные блага, то, чем она владеет, там, недвижимость, я уже не знаю, какие-то там автомобили, может быть, какой-то уровень жизни, там, брендовая одежда у кого-то, ну, вот это важно, вот, может быть, она хотела бы там в каком-то обществе, в котором она находится, соответствовать, да, вот этому. Тут важно очень одобрение общества. Так, в принципе, я не могу сказать, что она тут прям плохая, но тут как будто бы вот эти вот карты не могу понять. Плохая, хорошая, да, что за значение. Так, о чем это? Тут как будто бы ее желание в том социуме, в котором она находится, влиться в этот социум. И причем она тут проявлялась как, ну, нормально она проявлялась, она старалась, может быть, добро причинить, кому-то быть выгодной, как вам сказать, знаете, может быть, даже старалась кому-то угодить. Вот тут вот как будто бы социум, какое-то окружение, которое для нее важно, как будто этот социум, он ее не принимает или обесценивает ее, эти попытки. Она для себя это считывает как пощечину, одиночество. Она рядом с этими людьми, которые могут даже ее использовать, она все равно сейчас себя чувствует одинокой. И это как вот тут прям у нее, это уже из раза в раз повторяющаяся история. Вот тут почему-то так. Ну, как будто бы не может она органично в этот социум влиться. Так, бумеранги, эгоизм, род. Так, о чем это? Это ее эгоизм. Это у нее в семье. О чем это? Карма. Ну, в семье проблемы, тут эгоизм, какие-то бумеранги. Я даже тут не буду сильно это сюда влезать, но тут даже не могу сказать, что это ее эгоизм. Может быть, она борется сейчас даже с какими-то проявлениями в ее сторону эгоизма. В семье как-то тучи сгущаются, тут что-то тут, может быть, вторая половинка. Как будто бы и на работе проблемы, тут в социуме, да, которые окружают, и в доме. Тоже род, семья, взаимоотношения с близкими, тоже какие-то тут у них эгоистичные выходки. Ну, такое. Она несет груз ответственности. Фух, может быть, даже, знаете, как бывает, женщина на 2, на 3 каких-то работах пашет с утра до вечера. В чем это груз ответственности? Вот. Тут как будто бы подчинена она каким-то обстоятельствам. Ну, не знаю, девочки. При этом разочарование в семье и в любовной сфере. Огромное разочарование. Карта крысы, подлость, предательство, как в спину ей, как кинжал какой-то воткнули. И по карте ангел в свое время, может, тут 2 кубков. Любовь была с ее стороны, мы ее рассматриваем, да. Ну, может, любовь была, она надеялась на эту любовь. А тут, видите, как у этого ангела, который летел на крыльях любви, у него эти крылья вырвали.
То есть, и тут карта разочарования. Может быть, отчасти она видит вот этого вот мужчину, в котором она разочарована. Девочки, у кого-то это супруг. Тут, я повторюсь, тут род, семья, проблемы. А у кого-то, если супруга нет, то тут какой-то мужчина. У нее любовная история, она не задалась тоже, разочарование. И мужчина, скорее всего, выходит манипулятором. Для нее, может быть, глазки открываются, и она осознает, что, видите, тут такой кукловод, мужчина, у которого тут кисти рук, у него вокруг этих кисти рук намотаны какие-то эти веревочки с ключиками от женских душ, сердец. И он как идет по этим женским телам. То есть он использует этих женщин, как будто использовал, выбросил, да, переступил и идет прям по ним. Страшная карта на самом деле. Вот тут у нее могло такое осознание прийти, что какой-то мужчина просто тупо ее использовал и использует. Она, может быть, старалась с этим мужчиной построить там какие-то взаимоотношения, не буду говорить дом. Но вот эта карта, она говорит, тут десятка жезлов. В классике это тяжелая ноша, тяжело не получается. А именно в этой колоде, видите, тут девочка пыталась домик свой построить. Тут из каких-то абсолютно несовместимых вещей. Я уже не знаю, тут овощи, но они тут половина пластиковых овощей. Тут яблоко настоящее, но оно уже наполовину какое-то начинает тут гнить. Ложка какая-то. В общем, кубик. То есть ее попытки выстроить отношения с кем-то, они как будто изначально были обречены на провал, так как, может быть, не было ли общих интересов, или не было какой-то, может, заинтересованности со стороны истинной заинтересованности в построении взаимоотношений у мужчины. С ее стороны было. Может быть, она даже влюбилась в кого-то. По вот этим картам тут идет такое, как будто бы женщина могла влюбиться, капец, в кого-то, и прикладывать усилия, и стараться выстроить отношения. А тут изначально, как будто бы... Изначально как бы дела не будет, да, вот как будто бы вот карты говорят. Тут вот такое. Такая какая-то у меня женщина. Вот она вас сейчас думает. Ну, то ли ваша бывшая подруга, то ли женщина, с которой вы чему-то обучались, может быть, рабочие процессы, может, даже ваша начальница. Вот это все сюда. По иерофанту человек не глупый, она развивается. Ну, там иерофант такой двойственный. С одной стороны развивается, а с другой стороны у нее может быть какая-то даже заскорузлость, знаете, в плане восприятия мира, вот такое, чего-то нового. Ну, тут такое вот. Знание вроде бы есть, а ну, тут своеобразно. Ладно, не буду углубляться. Так, и, собственно, что она о вас думает, эта женщина? Ага, она думает о том, что вы принцесса. Офигеть. Принцесса, которая уже с мечом наперевес, как будто к себе не подпустит. У вас 100% там вышел какой-то конфликт, наверное. Или же... мы же там посмотрели, да? У вас как будто бы глазки на нее открылись. Там фигурка вот этого мужчины, который кинжал за спиной держал. И это на фоне иерофанта. Это говорит о том, что она себя позиционировала, как будто бы светлый человек. Несу, творю добро, и вам причинить добро хотела. Но потом скрылись какие-то обстоятельства, где повторюсь, глазки открылись, и вы поняли, а у нее свои мотивы, а она может очень хитрой быть и подставить, и как-то использовать. Ну, в общем, там какая-то двойственность у вас. У вас, как будто бы, повторюсь, глазки открылись на нее. Так, что она думает о вас? Что, думает, что вы тут пьянствуете с кем-то? Не знаю, эту карту пьянства до конца не могу как-то, ну ладно. Надо научиться ее до конца считывать и как-то внедрять в расклад. Так как не хочу никого тоже обидеть. Не буду же я говорить, что вы там... Она думает, что вы тут в запое, в постоянном. Ладно. Ящик Пандоры еще какой-то рядом. Да. И это плохо на ваше сердце влияет, на вашу сердечно-сосудистую систему. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что она думает о вас прямо сейчас? Ну, по карте принцессы это высокая оценка ваших там и внешних данных, и интеллекта, и в принципе, да, высоко. Но тут она как считывает вас, женщина, которая уже держит оборону, рамки границы. То есть, если раньше она могла, допустим, там просто позвонить, там узнать, может и сейчас может, но она
догадывается о том, что вы не будете прям сильно рады. Может, не особо искренне будете с ней разговаривать, общаться. Опять-таки, так, о чем это? Думает о вас, о вас, о вас, о вас. Может быть, знаете, человек о вас узнавал что-то, и если у вас там, вы в преддверии чего-либо, каких-то изменений, там, новостей каких-то ждете, может быть, у вас там новые проекты какие-то, новое, не знаю, что там, обучение, как будто бы что-то хорошее в вашу жизнь должно прийти, вот она может об этом знать и думать о том, что вы вот это все ожидаете. Кстати, тут и туз земли на вас, девочки. Туз земли вообще-то шикарная ваша характеристика. Ну, ценная женщина во всех смыслах. Кстати, если вы раньше могли там в бизнесе где-то там общие дела вести, ну, это такое тоже может проиграться. Она, кстати, может вас вспоминать, ей может не хватать ваших туз земли. Это ценная женщина. Может, ценный какой-то... Ну, у кого-то сотрудник, у кого-то ценные ваши советы, у кого-то, в принципе, вы, ну, некрасиво скажу, ну, как выгодно с вами быть рядом. Угу. Тут такое, как будто вас вспоминает и говорит, мне тебя не хватает, но тут корость какая-то есть. Я не знаю, почему. Так, зачем еще ящик Пандоры, пьянство, сердце? Вот это вот не понимаю. О чем это? Может, знаете, думать о вас, что вы, ну, ценная, да? Но при этом вы можете быть по ящику Пандоры где-то непредсказуемая, где-то можете, как это, такой фортель, да, или как это говорят, отмочить что-то такое, что она даже не может это предугадать. Ну, тут вот такое. Ящик Пандоры. Ну, не буду же это считывать. Ну, тут как-то... Или, знаете, может еще думать о том, что у вас с ней, знаете, выражение, как горшки побили, да? Ситуация изменилась, и ситуация такая какая-то, ну, тут скользкая. По ящику Пандоры может взвешивать, как на весах, да, с одной стороны, и может и хотелось бы, может, даже и нужно было вам позвонить там или вновь наладить коннект, но тут есть какие-то моменты, которые она не хотела бы прояснять с вами, выяснять, а тут по-любому как будто бы до этого дойдет, но она не может так просто в воздухе повиснуть, это недосказанность какая-то, это вообще как будто бы уже совершенно не те будут отношения, допустим, что раньше. Я не знаю, чего это касается, но тут как-то так не. Угу. О чем это? Башня. Это в вашей жизни. Еще может думать, кстати, она думает о вас, что у вас, кстати, с каким-то мужчиной, ну, вашим избранником или в принципе, может быть, даже череда мужчин, у вас не особо, ну, как-то гармоничные взаимоотношения, может быть, разбитое сердце, и тут башня. Может думать о том, что вы с мужчиной со своим каким-то то ли расстались, то ли на грани. Вот. А это что, она думает, что вы пьянствуете? Шанс. В чем шанс наш подарок? Это о чем вообще? При чем тут пьянство? Ну тут скорее она может размышлять о том, что у вас выбор из мужчин есть, но вы можете выбирать типа не тех. Шансы даются вам, а вы какой-то такой подарочек, видите, тут карта подарочек выбираете, вместо действительно, по ее мнению, достойного. А вот тут вы выбираете того, кто вот потом как этот злобный клоун выскакивает из этого подарочка. И при этом история, будто бы вы замалчиваете, карта замок о многом. Ну тут уже не знаю. Может еще, кстати, думать о том, что если у вас там есть постоянный партнер или был, то вы ищете любовь как на стороне. Ну, это, ну, знаете, можете думать о том, что у вас там есть какой-то любовник, увлечение на стороне, вы себе можете позволять. Так как тут карта воровство и карта зелья, это как ищете на стороне каких-то, знаете,
удовлетворение, ну, уж не знаю, в эмоционально-чувственной сфере, там, уже не знаю, у кого-то сексуально. Почему-то она так думает. Так. В чем это полет? Так, господин, это кто? Ой, тут вообще ни черта не понимаю. Смотрите, хорошо. Она может думать о вас, что вы сейчас заняты тем, что вы свою жизнь выводите на какой-то новый уровень. Карта штурвал. Стараетесь взять управление этой жизнью, и карта жатва ведете к тому, ведете вот эту шхуну свою, да, под названием жизнь, судьба, постарайтесь управлять. И вы хотите собрать достойный урожай, но у вас могут там какие-то преграды по жизни. Как будто бы сами по себе вы очень ценная. Но у вас, повторюсь, тут опять какой-то у меня господин, мужчина, и вот преграды с ним связаны. Как будто бы не дает вам ваш выбор, избранника вашего, вы же его и сделали, как будто не дает вам в полной мере раскрыть эти крылья и осуществить ваши там какие-то планы, мечты реализовать. Вот полет. Ну, как будто вы не можете вы в полной мере вот так вот кайфануть. И она почему-то думает, что тут вот выбор мужчины. Но вы будто бы подчиняетесь даже этому выбору, хотя тут как-то так странно, будто бы тут она почему-то думает, что тут вы могли бы совершенно других мужчин выбрать. И тут такой как будто бы господин, как будто бы вы в подчинении у какого-то чуть ли не мужчины. Потому что тут карта подчинения. Может быть, вы сами как себя связываете этими какими-то обязательствами или... Уже не знаю. Но она понимает, что вы... Ну, вы, знаете, этого мужчину то ли любите, то ли прислушиваетесь, и вам важно его мнение. Тут что-то как неодобрение вашего выбора мужчины. При этом она 100% уверена, что если бы вы, допустим, ну, другого выбрали или не было в вашей жизни этого вот господина какого-то, то вы тут и крылья расправили, и тут по 9 кубков могли бы кайфовать, радоваться жизни. Ну, тут что-то такое. Ваша жизнь была бы намного веселее, ярче. Не знаю, девочки, что-то так вот мне идет. Как-то так. Ваша карта, карта Лилия. В принципе, она о вас, о ваших качествах довольно-таки высокого мнения. А ваша карта, карта Лилия. Лилия – это чистота помыслов. Она видит вас женщиной, которая, в принципе, не приемлет тут каких-то особо манипуляций. И не хотелось бы в вашей жизни это было. Опять-таки, по Лилии это даже где-то наивность, где-то, может быть, насчитывает, что вы не совсем как приспособлены для этого мира. Может быть, отчасти выбор вот этого мужчины, если он, ну, не знаю, архетип защитника, да, какого-то, мужчина, который там заботится о вас, но тут же может присоединяться к гиперзаботе, гиперконтроль. Так как вот тут так тоже такой нюансик может быть. Еще у кого-то может проиграться, если это ваша подруга, там, бывшая, да, какая-то, допустим, то у вас могла быть, знаете, как за вас могли конкурировать ваш, допустим, мужчина, ваш избранник, и эта подруга. Ну, друг друга не взлюбить у кого-то даже так, как ревность какая-то, да, вот тут нежелание вас даже делить, как бы это ни звучало нелепо. Ну, у кого-то и такие ситуации могут быть. Эта подруга могла остаться как в прошлом, могла даже считать, ну, не знаю, как будто бы, может, как вы выбрали мужчину, ну, с другой стороны. Ладно, ну вы поняли. Тут ревность, собственничество, вот такие какие-то мотивы. Вот у нее в голове это все. Так, она скучает по вам? У меня это о чем? Луна. О чем это? Ну тут даже дело не в скучании. Дело в том, что она откручивает, как будто бы вот прокручивает в своей голове, может быть, ваши какие-то тут
нюансы выяснения отношений, может быть какая-то подлость, предательство по змее, какой-то некрасивый поступок тут с ее стороны, может и с вашей, я даже не знаю, девочки, тут такое. И карта Луна, как будто бы много было тайного, недосказанного. Тут какие-то такие нюансы, как, знаете, на сердце лежит тяжелый этот груз у женщины, у этой. И она говорит, ей бы хотелось по святой воде это, ну, забыть это невозможно, ну, как будто бы, может быть, в идеале, да, и хотелось бы, чтобы не было этого тяжелого груза, тяжелого этого какого-то осадка, тумана, этой неопределенности. Очистить. У кого-то даже совесть хотелось бы очистить. Тут так идет. Что-то оно ей вот, оно не дает ей спокойно жить. Может, какие-то угрызения совести. Что-то такое. Ну, вот такой у меня сегодня расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.